Друзья, привет! Я Роман, и вы на канале «Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу». Как вы можете догадаться, мы прямо сейчас находимся на Невском проспекте, но гулять мы будем сегодня не по нему. Сейчас перед нами, чуть-чуть не доходя до Анечкового моста, есть поворот налево, или другими словами, в Невский врезается какая-то улочка, а улочка носит имя Рубинштейна. Улица Рубинштейна известна прежде всего своей ресторанной репутацией. Здесь действительно в каждом доме кафе или ресторан, ну а ближе к вечеру не найти свободного места. Но сегодня предлагаю обратить внимание на интересные особенности некоторых домов, вспомнить их историю и обитателей и заглянуть в примечательные дворики. Улица Рубинштейна небольшая, простирается от Невского проспекта до перекрестка 5 углов. Пройти можно минут за 15. Улица сама по себе неповторима своей архитектурой, ибо последний дом, который был на ней построен, был построен в 1929 году. Начнем мы прогулку как раз вот от Невского проспекта. Ну и у нас по обеим сторонам улицы на углу с Невским проспектом два примечательных доходных дома, которые ярко свидетельствуют о преемственности истории. Дом номер 1 по Рубинштейна 43 по Невскому проспекту. Дом князя Сергея Александровича. В начале 20 века здесь были и зубоврачебные мастерские, бухгалтерские курсы, а на первом этаже популярный итальянский ресторан. Вот и сейчас здесь итальянский ресторан Марчеллис. Также есть и стоматологические кабинеты. А в 90-х годах, если помните, были популярные трехмесячные бухгалтерские курсы. Наверное, профессиональные архитекторы по стенам дома смогут определить целые эпохи, когда дома были двухэтажные, а потом в 19 веке надстраивались еще 3 этажа. Вот в этом доме как раз отчетливо видно отличие первых 2 этажей от последующих 3. И вообще, как правило, что было в домах прошлых столетий, так оно рано или поздно возвращается по спирали истории. Так вот и в доходном доме Ростовцева, это вот у нас как раз с противоположной стороны, такой длинненький дом, была популярная булочная Филиппова. Здесь давали кофе. А в 60-х годах открыли первое кафе быстрого питания с автоматами, выдававшими пирожки. Что-то типа, как сейчас эти все вендинговые аппараты там на вокзалах и переходах. Его, кстати, в шутку прозвали «Гастрит-ресторан», потому что там было незатейливое дешевое меню, котлеты, сосиски и шматок капусты давали. Все это вызывало гастрономический протест в желудке, и в 80-х годах там можно было даже встретить Виктора Цоя, пишут так. А после перестройки здесь, в смысле перестройки 90-х годов, открылся Макдональдс, ну а сейчас, как видно, вкусно и точка. Весь первый этаж занимает, но там с краешку еще рюмочная Тимур. Нормально. Вообще, давайте отвлечемся немного от самой улицы, от этих мест, и обратим внимание на историю. Вот в 1740-х годах здесь был образован Головин переулок, или Головин, наверное. Переулок разрастался и получил статус уже улицы, а так как здесь было подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, сейчас мы как раз свернем во двор, я вам покажу, то улицу назвали Троицкой. Подворье здесь
построили для того, чтобы царской семье было ближе из Зимнего дворца приезжать на исповедь, а фасад подворья обращен сам на Фонтанку. Вот, а мы сейчас с вами заглянем туда с внутренней стороны, с улицы Рубинштейна. Здесь вот этот вот розовый дом справа. И по идее должны попасть по подворью. Калиточка открыта, никаких магнитных замков нет. Скажем, такой двор достаточно проходной. Сейчас сначала пройдем один двор. О, кстати, вот туда калитка открыта. Чудеса. Я какой-то раз тут ходил. Она была закрыта вроде как. Но нам вон в ту арочку надо пройти. Прелестнейший дворик с таким островком зелени. Вот. Здесь справа была церковь Сергия Радонежского. Вот. Просуществовало все это до 1927 года. Потом все церковное закрыли. Как-то случился пожар. Сохранился только сам каркас здания. Сейчас там находится библиотека имени Маяковского. Библиотека сама проводит интересные экскурсии по своим залам, в том числе рассказывая и об истории дома, здания церкви. Часть здания и сейчас, кстати, занимает подворье, как пишут. Угу. Вот, мы сейчас, давайте чуть-чуть пройду вперед. В принципе, здесь можно прям выйти на Фонтанку, если этим путем идти. Где-то здесь памятник, не памятник, а бюст Ленину, что-то такое было. Что здесь? Какая-то сейчас реставрация, а вот здесь вот за этими справа от дверей, за этой калиткой, какой-то бюст был. А, вон он стоит. Он на месте. Ленин всегда с нами. Вот он. Там прячется. А, нет, это Маяковский. Господи, вот я перепутал. Ну, это все библиотечная история. Почему-то мне запомнился, что здесь именно бюст Ленину стоит. Почему-то. Ну, ладно. Перепутал. Ничего страшного. Зато, слава богу, дошел до него и перепроверил сам себя. Вот смотрите, можно здесь так походить по дворикам. А нет, на Фонтанку, вот там слева, на Фонтанку ворота открыты. Здесь можно свободно выйти. Ну и на фасад подворья
посмотреть. Как раз вот эта вот часть двухэтажная, это вот было подворье. Рубинштейна улицу переименовали уже в советское время в честь выдающегося композитора. Он здесь, на этой улице, проживал, в доме номер 38. Дальше, если я не забуду, я покажу мемориальную табличку. Вот. Главной заслугой Рубинштейна является основание им первой в России консерватории. Это было непросто. Пришлось преодолевать жуткие сопротивления бюрократии и консерватизма. Благодаря ему появилась профессиональная профессия композитор, что позволило творческой интеллигенции зарабатывать своим талантом, а не работать где-то на службе, как это часто бывало. Вот мы вернулись обратно на Рубика. Знаете, даже сейчас вот вам покажу не то что интересный факт, но все об этом и так уже прекрасно знают, что Петербург откопали, и вот это все, вся история, но уровень земли на самом деле за эти века поднялся, уровень тротуара. И вот здесь, например, мы увидим закопанную, прям замурованную в подземлю отбойник каретный, который только своим кончиком торчит внаружу. И, к примеру, следующая арочка, здесь уже современные отбойники, они как бы вроде бы как и должны бы стоят. А функцию свою они, конечно, не выполняют, никакие кареты здесь не заезжают. Тут никто не хочет пошоркать свои бока у машин, поэтому чисто только в дань истории. Да, и, кстати, то кафе, которое сейчас мы там прошли, где этот закопанный, оно сейчас закрыто, а раньше его в шутку называли вход в окно, потому что там действительно вход был сделан через окно, дверь. Но вот что-то время его не пощадило. Справа от нас дом с адресом Рубинштейна 7. Находится дом Коммуна. Как раз это вот дом 1929 года постройки, самый последний на этой улице построенный. В народе его называли «слеза социализма». Невзрачное на вид здание. Интересно тем, что запечатлело эпоху коммунистического романтизма. Сейчас мы до перекрестка дойдем, там, может быть, получше ракурс будет. Его строили, исходя из идеи, что ничего не должно быть индивидуального, все общее, то есть коммуна. Отсюда, кстати, и название, вот это вот коммуналка. Если, может, кто-то это слово-то использовал, да, но никогда не задумывался, почему коммуналка. Да потому что как раз эта вот коммунистическая, социалистическая идея создавать коммуны. Заселяли этот дом представителями молодой инженерной интеллигенции. Кухонь в нем не было. На первом этаже была столовая на 200 мест, ванные комнаты на 2-3 квартиры, плоская крыша для солярия и детской площадки. В общем-то, весь этот винегрет привел к тому, что крыша протекла. На 5-м этаже было слышно, о чем говорят на 1-м.
и другими прелестями социализма. Из-за таких косяков дом и прозвали «Слеза социализма». В 60-х годах дом реновировали, жильцы здесь активные, дорожат историей дома, квартиры продаются редко и практически ничего не сдается. Когда было решено использовать помещение первого этажа в коммерческих целях, то жители долгое время отстаивали идею размещения в нем музея, но победил развитой капитализм. Сейчас там ресторан. Долго решали, какой стиль выбрать, итальянскую кухню или грузинскую, но в итоге и то, и то. В этом доме жила поэтесса Ольга Бергольц, о чем свидетельствует мемориальная доска. Сейчас давайте подойдем к ней. Вот. Как раз здесь справа написано: в этом доме с 1932 по 1943 год жила и работала поэт Ольга Федоровна Бергольц. Тумба. Место для цветов, как правило. У нее была, у Ольги, тяжелая судьба. До войны допросы НКВД, тюрьма. И вот ее слова: вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи. Выживу, все еще не знаю. Выжила и еще поддерживала других. Ее голос по радио был одним из немногих лучиков надежды в дни блокады Ленинграда. Это ее слова: никто не забыт и ничто не забыто. Ну и что, продолжаем прогулку по улице Рубинштейна от дома «Слеза социализма» по диагонали перекрестка с Графским переулком находится доходный дом Жевержеева, где сейчас располагается театр МДТ. Малый драматический театр. Последним его владельцем из династии купцов был Левкий Жевержеев. Коммерцией он занимался неохотно, его больше интересовали и привлекало искусство, театр. Все средства он потратил на книги, театральные коллекции и поддержку молодых художников и поэтов. В итоге разорился, а там уже и советская власть все прибрала к своим рукам. Ну и здесь дом сохранил свое историческое призвание. Театр МДТ входит в группу малых театров Европы. Сам Левкий, благодаря дружбе с Маяковским, не эмигрировал, а стал директором музея в своем же доме. То есть здесь так интересно. Я вот на самом деле не знаю, целиком ли дом МДТ принадлежит, или только первые два этажа. К своему сожалению, как-то мне почему-то не довелось в нем ни разу бывать. Хотя знаю, что актеры тут пересекаются. Так, нет, переходить пока не будем. Давайте дойдем до дома по отчетной стороне номер 22. Вот этот впереди, четырехэтажный, зелененький. В этом доме также жила Ольга Бергольц, но уже со своим третьим мужем. Сергей Довлатов отправлялся отсюда в эмиграцию. Такой вот, ну как, просто исторический факт. Ну а здесь нам справа сейчас будет интересен дом номер 13. Прям легендарнейшее место. Я даже перейду
Кстати, Рубинштейна однонаправленная, односторонняя улица. Вот, нам сейчас интересен дом вот этот розовенький, тоже 4-этажный, с такими на 2-м этаже окнами, полуарками. Доходный дом Пруадзе. Здесь в 1980-х годах находился легендарный ленинградский рок-клуб. Здесь выступали Алиса, Кино, ДДТ и другие рок-музыканты. После отъезда Алисы и Кино в Москву энтузиазм постепенно угас, и в середине 90-х клуб закрылся. И как мы видим, сейчас здесь находится детский театр Зазеркалье, музыкальный. Никакого отношения к рок-клубу не имеет. Ну и тут даже таблички на доме раньше, по крайней мере, не было. Но вот сейчас давайте перейдем дорогу, перебегу. Перебегу. Потому что я издалека какую-то табличку вижу, но я не понимаю, она или не она. Так, здесь то, что этот дом охраняется государством. Но мне вот больше интересна вот эта табличка. В этом здании 7 марта 1981 года открылся Ленинградский рок-клуб. Табличку все-таки повесили. Это хорошо. Бунтующий дух места, конечно, сохранился. Я имею в виду саму Рубинштейна, потому что даже в пандемию везде все было закрыто, а здесь кафе пытались работать, в театре что-то происходило. Ну и вот дальше, совсем сразу, мы подходим к самому известному дому на Рубинштейна. Это Рубинштейна 15-17, так называемый Толстовский дом. Здесь снимались популярные фильмы, такие как «Зимняя вишня», «Шерлок Холмс» и «Доктор Ватсон», «Вам и не снилось». Режиссеров привлекала архитектура дома в стиле северного модерна. Но даже для северного модерна Федор Ледваль сделал что-то особенное. К писателю Льву Толстову отношение, конечно, имеется опосредованное, ибо Михаил Толстой был, как, по-моему, там пятиюродным братом Льва Толстого. Дом сквозной, точнее двор его сквозной. Здесь можно пройти на Фонтанку сразу, но здесь, видите, тут с жильцами, честно, очень не любят все эти экскурсионные истории, поэтому здесь, видите, громко нельзя, снимать нельзя. В общем, частная территория. Ну, на частной территории свои правила, в принципе, могут устанавливать. Ну да ладно. Тут, конечно, если походить, попробовать поискать входы с боковых улиц. Вот сейчас впереди будет Щербаков переулок. Я вот не знаю, может быть, как-нибудь попробую проникнуть во двор. Но и то, там охрана сразу прибежит, скажет, кто такой. Я вас не звал. Ну и вот это все. Значится, после Щербакова переулка по той же правой стороне у нас будет дом Петербургской купеческой управы, так называемый, Рубинштейна 23. Туристам он известен больше как дом, в котором жил Сергей Довлатов. Здесь расположена его музей-квартира и памятник перед входом во двор.
Ну а в целом это был дом на паях, как говорили тогда. А как сейчас бы сказали, кооперативный. Купцы строили в складчину, чтобы выгодно сдавать квартиры. Поэтому его построили как дом Курданьор, где парадный двор увеличивал количество квартир с окнами на фасад. Получилось больше дорогих квартир. Ну и вот здесь, если свернуть в первую арку налево, она должна быть открыта. Вот, идем за женщиной в первую арку налево. То на третьем этаже можно увидеть окна той самой коммунальной квартиры, в которой жил Сергей Довлатов. Да, тут, конечно, сразу же атмосфера меняется. Я туда, с вашего позволения, в арку дальше не пойду. Ну, по-моему, и здесь можно уже тоже на Фонтанку выйти этим двором. Ну, зачем, если есть вот рядышком Щербаков переулок? Причем, наверное, это, по-моему, чуть ли не самый большой дом. Двор Курданьер в Петербурге. Сергей Довлатов любил называть себя рассказчиком, а не писателем. Известны его емкие и выразительные фразы, например, такая как «кастрюля, полная раздражения, полная взаимного раздражения, тихо булькая, стояла на медленном огне». Как вам? Я думаю, неплохо. Так, ну и давайте, перед тем, как подойти уже к 5 углам, мы сейчас пройдем мимо памятника Сергею Довлатову. Памятник можно обходить со всех сторон. Квартира 34. Записки. Ну и якобы печатная машинка. Ундервуд, на которой Довлатов печатал. Так, здесь давайте заглянем дальше, далее, во дворик дома номер 27. Тоже примечательное место. Я надеюсь, оно сейчас будет открыто. И доступ к нему, проход к нему. Сам-то дворик точно должен быть открыт. Точнее, арка. Вот здесь. Вот, ныряем в эту арочку. И здесь была интересная история проникновения в этот дом-колодец. Дом-колодец. Двор-колодец раньше. Смотрите. Все закрыли. И все. Замки повесили. Здесь был раньше проход в самый маленький двор-колодец. Он был открыт и доступен
такой в виде шестиугольника. Я, наверное, тогда фотографию сейчас подставлю. В целом здесь тоже такой двор проходной, можно насквозь там выйти. Ничего не закрыто. Прелестнейше. На самом деле это вот на контрастах, чтобы вы с Рубинштейна, с этой вот пафоса такого, плюс-минус, коты. Коты, как вы себя чувствуете? Хорошо ли вам? Я думаю, неплохо, да? Вот, чтобы на контрастах прям вот с пафоса заруливаете в такой дворик, и тут, конечно, нищетой-то сильно не пахнет, ибо люди, владеющие этой недвижимостью, миллионеры как минимум. Но состояние этих дворов, понимаете, это надо зайти, и опять же, ничего плохого, но вот как раз пока я вспомнил, это вот реальная табличка с Рубинштейном, что в этом доме жил композитор, пианист, основатель Ленинградской консерватории. Ну и вот мы уже почти на 5 углах, но и здесь нас при подходе к ним у доходного дома Йоффа на Рубинштейна 40/11, дом с этой примечательной башней, сейчас мы чуть погодя подойдем, я покажу. Ее называли раньше башня звездочета, потому что здесь астрофизик жил Матвей Бернштейн. А сейчас в башне живет один художник и там художничает. Вот здесь рядом с арочкой есть такой мало кем замечаемый котик. Котик. А это нам все говорит о чем? Да об том, что нас сейчас тут, может быть, заодно пустят посмотреть на двор колодец котика. Давайте мы тут пристроимся за прекраснейшими людьми. Спасибо. Вот, опять же двор, колодец. И если мы зайдем и посмотрим строго вверх, то мы увидим как будто бы голову котика. Видим? Видим. А сам так дворик, как дворик. Лестница наверх. Все прекрасно. Такой вот необычный двор-колодец. Двор кота. Сложное автомобильное движение и регулирование на нем. Ну, та самая знаменитая башня на 5 углах. И мы на 5 углах. 1, 2, 3, 4, ну и, конечно же, 5. Ну и я вот тут буду таким 6-м углом. Такая улица Рубинштейна, друзья. Ютубы тормозят, все нам блокируют, жить не дают. Наверное, уйду на вынужденные каникулы. Подписывайтесь на всех площадках, на которых
вам удобно. Я постарался продублировать везде. Но получится ли и хватит ли у меня запала снимать дальше, пока не ясно. Наверное, буду ждать, пока ситуация как-то стабилизируется. Поэтому лайки, подписки, дзены, рутюбы, находите, подписывайтесь, смотрите. Буду вам очень благодарен. Если будет достаточно вашей активности, друзья, это придаст мне, конечно же, сил для будущих видео. Всего доброго, пока!